Сегодня я рисую сцену, которую, возможно, лучше было бы не вспоминать. Ночь на Ивана Купала. Ивана Купала – это древний славянский праздник летнего солнцестояния, то есть вершины лета, символизирующий расцвет природы, очищение и плодородие. Об этом славянском празднике ходят целые легенды. Говорят, в эту ночь лес становится другим, совсем волшебным, ну и немного жутким. Но не потому, что что-то меняется, а потому, что начинает проявляться то, что было скрыто. Если зайти слишком далеко в лес, можно перестать понимать, где заканчивается тропа и начинается что-то чужое. Основная фигура этого рисунка – это леший. О нем не говорили вслух, его не звали по имени, потому что считалось, он может услышать. Он не приходит с шумом, не ломает ветки, не оставляет следов. Он появляется тогда, когда ты уже внутри его леса. Говорят, он может стоять совсем рядом, смотреть, ждать. И ты будешь чувствовать это, но не сможешь объяснить. Иногда его описывали как человека, иногда как нечто, собранное из коры, ветвей и мха. В моей интерпретации я сделала его более человечным. Но почти всегда говорили одно и то же. Его нельзя запомнить. Ты можешь увидеть его и через секунду уже не понять, как он выглядел. Есть поверье, что леший любит играть. Но его игры на игры не похожи. Ты идешь по лесу и вдруг понимаешь, что тишина стала слишком плотной. Ни ветра, ни птиц, ничего. Ты поворачиваешь назад, но тропа уже не та. Деревья будто бы ближе, тени глубже, и тогда приходит мысль, которую лучше не допускать. Ты здесь не один. Говорят, если в этот момент оглянуться, можно увидеть его, и тогда он тебя уже не отпустит. И немного фактов о лешем. Он может принимать облик любого животного, птицы, дерева или даже знакомого человека. Его можно узнать по отсутствию тени или по одежде, надетой наизнанку, обычно левый лапоть на правой ноге. Его излюбленное животное – медведь, который часто сопровождает лесного хозяина. Также леший дружит с волками. Леший редко показывается, но его слышно повсюду. Он умеет свистеть, кричать, петь и хохотать. Чтобы избавиться от него, когда он водит тебя по лесу, нужно переодеть одежду наизнанку, переобуть обувь с ноги на ногу или прочитать молитву. Считалось, что 17 октября лешие уходят на зимнюю спячку, ломая деревья и устраивая бури. Леший также мог пасти диких зверей, а мог и красть скот, забирая его себе. Но есть место еще опаснее, чем лес. Граница. Там, где вода касается земли. Там появляются мавки. Они не пугают, они не прячутся, они делают хуже, они кажутся знакомыми. Мавки – загадочные существа славянской, преимущественно украинской и карпатской мифологии, лесные духи, воплощающие души умерших некрещенных детей или девушек. Красивые, тихие, слишком спокойные. Иногда их видят на берегу, иногда прямо в воде, и всегда слишком поздно понимают, что что-то не так. Говорят, у мавок холодная кожа и взгляд, в котором нет отражения. Ты смотришь в их глаза и не видишь себя. Есть истории, где люди слышали их смех, негромкий, почти ласковый, как будто кто-то зовет тебя туда, где будет спокойно. И ты идешь. Сначала просто ближе, потом еще, и только когда вода касается ног, возвращается мысль. Я не собирался сюда заходить. Но уже поздно. Потому что самое страшное, ты не чувствуешь страха, только тишину и желание остаться. И в некоторых поверьях говорили, что мавки не убивают, они просто забирают память, волю, имя. И человек остается, но уже не совсем человеком. Немного фактов о мавках. У мавок длинные, часто зеленые волосы, бледная кожа, и они не отбрасывают тени. По легендам, у них нет спины, что является главным способом отличить их от смертной девушки. Мавки символизируют возрождение природы весной. Они появляются вместе с первой зеленью. Венок на голове мавки никогда не вянет, а листва шелестит мелодиями. По народным поверьям, мавка может и помочь заблудившемуся, если к ней отнестись с уважением. Защититься от мавок, согласно поверьям, можно было чесноком, луком или валерьяной. Также помогала одежда, надетая наизнанку.
В Карпатах до сих пор верят, что мавки танцуют на полянах, оставляя там круги из примятой травы. Мавки часто воспринимались не как однозначно злые духи, а как беспокойные души, которые обитают на грани между миром живых и Навью. Ночь в лесу на любой славянский праздник кажется волшебством. Славянские духи необычные и завораживающие, и очень сильно недооцененные как часть народного фольклора и красивых легенд. Мне хотелось бы чаще замечать это в медиа, как, например, часто снимают фильмы о скандинавских богах, египетских и каких-либо других. В этой работе я хотела поймать момент, когда все еще ситуация кажется безопасной, когда лес просто лес, а вода просто вода. Но что-то уже смотрит из глубины, и ты это чувствуешь кожей, по которой бегут мурашки. Леший в тени, он знает, что будет дальше. Мавки рядом, они уже выбрали, кого позвать. И остается только один вопрос. Заметишь ли ты это вовремя или уже нет? Спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца, и я надеюсь, что вам было очень интересно, и что мои размышления вдохновили вас на творчество. Подписывайтесь и оставайтесь со мной, ведь я собираю тех, кому интересны мистические и сакральные темы. Давайте держаться вместе, друзья!